Привет, друзья! С вами Павел Биркович и компания Quilon Pro. Сегодня на мне красная футболка. И это значит, что я буду рассказывать о строительстве дома шаг за шагом. Сегодня я расскажу вам о том, как все-таки правильно определить площади комнат, какие моменты следует учесть, на что обратить внимание и как сделать так, чтобы все было идеально. Перечень помещений мы составляли в прошлом видео. Вот по этому списку мы пойдем и будем определять оптимальные размеры для каждого из этих помещений. Начнем с тамбура. Вот вы видите разные типы тамбуров в зависимости от назначения. В нашем случае считаю оптимальным вариант Б, 1,5 на 1,5 метра. Хочу заметить, что в холодном климате тамбур не является прихожей. Это место, которое позволяет нам не выпускать теплый нагретый воздух из дома на улицу, когда мы заходим внутрь. Поэтому шкафы, кладовые, место для обуви в тамбуре размещаться не должно. Для этого есть прихожая. Размеры прихожей мы определим позже. А сейчас, согласно списку, перейдем к спальне. Если смотреть разные картинки из интернета, то кажется, что минимум нужно метров 16, а лучше 20 для комфортной жизни двух человек. Но давайте посмотрим, как располагается мебель, какие расстояния от мебели удобны. После этого определим оптимальные размеры помещения и возьмем их за основу. Вот мы видим спальню для двух человек с кроватью 1,60 м на 2 метра. Также в комнате находится шкаф для одежды и трюмо, чтобы женщина могла накраситься и хранить все свои украшения. Какие же размеры всех этих предметов и размеры комнаты, исходя из расположения этих предметов? Шкаф-купе имеет ширину 700 или 600 мм. От шкафа-купе до кровати должно быть 700 мм. Ширина кровати, как мы договорились, 1600. 700 мм до трюмо и 400 мм размер самого трюмо. От торца кровати до стенки для нормального прохода должно быть не менее 700 мм. Итого размеры комнаты получились 2,70 на 4,10 и площадь комнаты 11 квадратных метров. Я рассказал вам о спальне минимальных размеров, достаточной для комфортной жизни двух человек. Вы можете поспорить и захотеть спальню больших размеров, но тогда подходите к этому вопросу серьезно, расставляйте мебель и учитывайте расстояние между мебелью, чтобы было как можно меньше неиспользуемого пространства. А сейчас переходим к детским. Если у вас двое детей одного пола, то, конечно, можно выбрать одно помещение для их спальни. Но мы считаем, что каждый независимый член семьи должен иметь свою комнату для занятий и отдыха. Поэтому лучше проектировать две маленькие детские, чем одну большую совместную для игр. Дети растут, и далеко не всегда у них будут совместные игры и совместные занятия. Минимальные размеры детской – это 7 квадратных метров. Если детская будет со шкафом для хранения вещей, это будет 9 квадратных метров. Поэтому принимаем размер детской 9 квадратных метров. Если вы часто работаете дома, то вам нужен кабинет. Кабинет – это то место, где вы можете спокойно подумать над рабочими вопросами, сосредоточиться. Если в доме работают два человека, то кабинетов должно быть два. Также кабинет может совмещать в себе функции гостевой спальни. В кабинете должен быть удобный стол, стеллаж для хранения документов, удобное кресло, а также небольшой диван, на котором могут разместиться те, кто пришли по рабочим вопросам, или который может быть разложен в кровать для превращения кабинета в гостевую комнату, когда к вам приехали гости или родственники. Исходя из этих потребностей, размеры комнаты для кабинета 2,7 на 3,7 метра. Площадь такой комнаты 10 квадратных метров. Переходим к гостиной. Размер гостиной зависит от функционального назначения этого помещения. Если вы проводите время в гостиной с друзьями, встречаетесь с семьей, проводите совместные ужины, это одно. Если гостиная используется в качестве домашних посиделок с семьей перед телевизором или камином, это другое. Также эти два случая можно совмещать в одном помещении. Если мы говорим об эргономике обеденной зоны, то ее размеры выходят из количества человек, которые вы будете принимать у себя. Размер стола, который будет стоять в этой комнате,
также зависит от максимального количества людей, которые будут приходить к вам в гости. Площадь зоны приема гостей может варьироваться от 8 до 14,5 квадратных метров, если вы будете принимать до 14 человек. Если мы говорим про зону с камином, то для размещения узкого круга семьи в 6 человек ее размеры будут 3,65 на 3,65. То есть площадь этой зоны будет 13,3 квадратных метра. Сейчас мы рассмотрели минимальные размеры помещения под наши задачи. Если взять немножко с запасом, то размеры гостиной будут от 16 до 30 метров квадратных. Например, в этом случае у нас гостиная площадью 19 квадратных метров. В этом чуть побольше, с зоной под камин 25 метров квадратных. Если мы хотим совместить зону с камином и большой стол для принятия гостей, то такая гостиная будет площадью 30 метров квадратных. Дальше переходим к обсуждению размеров помещения, наверное, самого сложного в доме – это кухня. Размеры кухни зависят от того, как ей будет пользоваться хозяйка и какие функциональные зоны должны быть больше или меньше. Основные функциональные зоны, которыми пользуется тот, кто готовит на кухне, это место приготовления пищи, мойка и место подготовки продуктов, и место хранения пищи, то есть холодильник. Меньше всего места в помещении занимает кухня, расположенная в один ряд. Такая кухня может располагаться в помещении площадью 10-12 квадратных метров и совмещать в себе функции как кухни, так и небольшой столовой. Если семья у вас небольшая, 2-3 человека, то такой кухни может быть вполне достаточно. Но следует учесть, что если фронт рабочей поверхности увеличивается в длину более 3 метров, то работать на такой кухне хозяйке наименее удобно, потому что путь от одной зоны к другой занимает много времени. Более удобна кухня с Г-образным размещением основных элементов. На такой кухне хозяйке гораздо удобнее готовить, в такой кухне помещается больше оборудования, и она более компактна на единице площади. Кухня с таким расположением элементов может спокойно располагаться в площади 14-16 квадратных. Такой вариант расположения кухонных зон часто дополняет островом, в котором размещается мойка или стол для приготовления пищи. Для фанатов кулинарии наиболее удобна кухня П-образной формы. Она занимает наименьшее количество места, и на ней можно расположить наибольшее количество кухонного оборудования. На данном слайде вы можете видеть оптимальное расположение основных элементов для кухонь разной компоновки. Для того, чтобы спроектировать кухню оптимальным образом, вы должны четко знать, какие элементы вам необходимы, как они должны быть расположены оптимальным для вас образом. После этого можно спроектировать помещение под эту кухню. По нашей практике оптимальными размерами для кухни средних размеров является площадь 15-16 метров квадратных. Для фанатов кулинарии кухня может быть и 20 метров квадратных. Сейчас перейдем к котельной. Размеры котельной зависят от того, каким топливом будет отапливаться дом и как будет готовиться горячая вода. Котельная наименьших размеров нужна для тех домов, которые отапливаются электричеством. И котельная наибольшая нужна там, где у нас комбинированная система отопления, котлы газовые, котлы на твердом топливе. Следует учесть, что котел на твердом топливе и газовый котел не могут располагаться в одном помещении. Поэтому для них нужно помещение разное. Двухконтурный газовый котел легко может располагаться в кухне. Но если мы хотим сделать систему отопления наиболее удобной в обслуживании, разместить в одном техническом помещении водоочистку, нагревательные элементы, бойлер, то для этого нужно спроектировать котельную и учесть ее в общем плане дома. Какого же размера она может быть? Котельная минимальных размеров нужна там, где дом отапливается электричеством или тепловым насосом. Котельные для такого оборудования могут быть площадью до 3 квадратных метров, в котором удобно расположится оборудование и система очистки.
Если дом будет отапливаться газом, то по нормам для домов с отопительным оборудованием мощностью до 150 кВт котельная должна быть объемом не менее 15 кубических метров. Это значит, что при высоте потолков 2,75, а меньше 2,5 метров быть не может, площадь котельной равняется 6 квадратных метров. Самые большие по площади котельной нужны в тех случаях, где мы комбинируем источники тепла. Например, твердотопливный котел, тепловой насос. Или твердотопливный котел с тепловым насосом и гелевой системой для подогрева горячей воды. В таких случаях площадь котельной, которую удобно обслуживать и удобно расположить там оборудование, может быть 10 или 15 квадратных метров. Размер котельной должен определяться в зависимости от тепловых нагрузок, конкретного оборудования и остальных параметров. Делается это на стадии проектирования инженерных систем. Теперь поговорим о прихожей, гардеробной и коридоре. Коридор – это у нас транзитное проходное помещение. Чем меньше его площадь, тем лучше. Для прихожей достаточно небольшого места размером 2 на 2 метра, для того, чтобы вам удобно было сесть, снять пальто, снять обувь и повесить их в шкаф. Если для хранения вещей вам нужна гардеробная, то зачастую достаточно помещения площадью 2 на 2 метра, в котором удобно располагаются полки для хранения одежды и обуви. Также удобным вариантом является углубленный шкаф, то есть промежуточный вариант между гардеробной и шкафом-купе, который меньше требует пространства, как отдельное помещение, и может быть удобно расположен в прихожей. Если подсуммировать, то площадь вспомогательных помещений, таких как прихожая, гардероб и коридор, обычно занимает до 10 квадратных метров. Без коридора достаточно 6 квадратных метров под прихожую и коридор. Теперь поговорим про санузлы. Удобно, когда в доме их несколько, чтобы разные члены семьи не мешали друг другу и не стояли в очереди, когда все собираются с утра на работу, в садик, в школу. Поэтому обязателен туалет на первом этаже, желательно с душевой кабиной, и, возможно, большой санузел с ванной или душевой кабиной. Что касается размеров. Минимальные размеры для туалета это 1,20 м на 1,20 м или 1,5 метра квадратных площади. Более комфортный туалет это 2 квадратных метра площади. Если мы говорим про комфортный санузел, в котором есть окно, ванная, душевая кабина, то площадь такого санузла около 6 квадратных метров. Функционально больше делать я не вижу смысла. Поэтому ориентируемся, что у нас есть два санузла по 6 квадратных метров, и это будет запасом. Если дом у нас двухэтажный, то в нем будет лестница. При высоте этажа до 3 метров размер лестницы в плане это 2 на 2 метра. О том, какой дом двухэтажный или одноэтажный все-таки лучше, вы узнаете в следующих видео. А сейчас мы принимаем, что нужно учесть лестницу площадью 4 квадратных метра. В первом видео мы решили, что нам нужен гараж на 2 машины. Поэтому минимальный размер гаража на 2 машины это 32 метра, оптимальный 43. Размер гаража зависит от того, на каких машинах вы ездите. То есть, если у вас машина небольшая, то нет смысла строить здоровенный гараж. Если у вас в семье 2 джипа, то от большого гаража никуда не уйти. Вопрос надобности гаража в доме – это вопрос отдельного видео, мы его обсудим дальше. Как вариант, отлично себя машина чувствует под навесом при въезде на участок. Также этот вопрос актуален, когда стоит задача сэкономить бюджет. Вот такую работу проводит архитектор при каждом проектировании дома. Если мы подсуммируем все помещения, о которых мы сейчас говорили, то получится, что мы сэкономили 14 метров квадратных, невзирая на то, что добавился гардероб площадью 4 квадратных метра. И в процессе строительства это достаточно приличная экономия и возможность все-таки достроить свой дом, а не замереть где-нибудь на стадии отделки или фундамента. Если данное видео вам было полезно, ставьте лайки,
Подписывайтесь на наш канал тут. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии. И до встречи в новых видео.